Жизнь наших предков в доисторические времена была полна трудностей и опасностей. Редкие представители разных видов гоминид доживали до преклонного, по тем временам, возраста. Поэтому нередко в руки ученых попадают скелеты с признаками насильственной смерти, а также со следами перенесенных травм и заболеваний. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о самых необычных и загадочных смертях в истории наших предков. Также вы узнаете о некоторых исторических курьезах, связанных с гибелью людей. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров», и вы будете первыми узнавать о выходе новых роликов о жизни вымерших и современных животных. Также в наших выпусках рассказывается об особенностях появления и развития человеческого общества. Несмотря на развитие методов изучения останков, очень часто ученым не удается достоверно определить причину смерти человека. И если для криминалистов и патологоанатомов задача выглядит более простой, то палеонтологи сталкиваются с самыми разными трудностями. Первым в своей работе необходимо выяснить, что стало причиной смерти человека, умершего максимум несколько месяцев назад. А вот палеопатология занимается выяснением обстоятельств смертельных случаев, произошедших даже сотни тысяч лет назад. Да, вы не ослышались. В современной антропологии есть целый раздел, посвященный именно смерти древних людей. Но это не значит, что ученые-палеопатологи проводят расследование каких-то особенных смертей, хотя случается и такое. Этот раздел науки посвящен смертности наших предков в целом. Ученые узнают, как долго жили наши предки, чем болели и какие опасности внешнего мира могли привести к гибели человека. Возраст древних людей на момент их смерти чаще всего определяют по зубам. Также палеонтологи изучают состояние костей и мумифицированных останков. При этом, чем в более давние времена жили их обладатели, тем меньше статистических данных имеется в распоряжении ученых. Кроме того, на точность исследований влияет то, что процессы взросления у древних гоминид могли сильно отличаться от этапов развития современных людей. В одном из наших выпусков мы уже рассказывали о том, как менялась средняя продолжительность жизни людей на протяжении истории. В целом, многие представители древних гоминид умирали в среднем в 25 лет. Даже для современных человекообразных обезьян этот возраст не является преклонным. Получается, что умирали наши далекие предки в основном не от старости. Но не все они погибали в самом расцвете сил. В распоряжении ученых имеются останки древних людей с признаками очень даже почтенного возраста. Например, так называемый «старик из Дманиси», живший примерно 1,8 миллиона лет назад. На момент смерти у него уже практически не было зубов. Это свидетельствует о том, что в те далекие времена людей отличало проявление заботы о своих соплеменниках. Среди человекообразных обезьян невозможно встретить животное, у которого в силу возраста выпали все зубы. Такое животное попросту обречено на голодную смерть. Знаменитый неандерталец из Ла-Шапель-О-Сен также был беззубым стариком, страдавшим от артрита и артроза. При том образе жизни, который вели наши предки, заполучить эти хвори было несложно. Лютый холод, сырые пещеры и постоянное недоедание превращали любую простуду в суровое испытание, что уж говорить о различных инфекциях. Выявить следы различных заболеваний по костям, пролежавшим в земле сотни тысяч лет,
Это достаточно сложная задача. Чаще всего болезни и инфекции отражаются на состоянии костей уже в самых запущенных формах. И если в современном мире такое встречается нередко, то наши предки в случае тяжелой болезни умирали от голода или становились жертвами хищников раньше, чем болячки добивали их окончательно. Считается, что инфекционными болезнями люди массово начали болеть примерно в начале неолита. В это время наши предки начали вести относительно оседлый образ жизни. Вокруг их стоянок начали скапливаться продукты жизнедеятельности. Также в это время у людей появились первые домашние животные, ставшие источниками таких заболеваний, как туберкулез, бруцеллез и даже чума. По одной из версий, первые кроманьонцы принесли в Европу из Африки какую-то новую инфекционную болезнь. Из-за нее в результате и вымерли жившие в этих местах неандертальцы. Но подтвердить или опровергнуть эту версию ученые пока не могут. Да и реальных свидетельств смерти людей из каменного века или более древних эпох от инфекций практически нет. Возможно, жертвой какой-то инфекции стал Эректус, останки которого найдены в Китае. Его возраст составляет около 1 миллиона лет. Также в распоряжении ученых имеется череп еще одного древнего человека из Китая, жившего около 600 тысяч лет назад. Некоторые признаки говорят, что он болел сифилисом. А грудные и поясничные позвонки уже упоминавшегося старика-неандертальца из Ла-Шапель-О-Сен были поражены спондилезом. Нередко при изучении подобных останков высказываются версии о наличии злокачественных онкологических образований. Также наши далекие предки нередко умирали из-за нехватки различных витаминов и минеральных соединений. Известен и один случай смерти от гипервитаминоза. В Кении найден скелет с признаками этого отклонения. Предполагается, что при жизни этот гоминид в неограниченных количествах потреблял ливер. Среди множества смертей от различных болезней в наш рейтинг мы решили включить один уникальный для науки случай. На 10-м месте в топе расположился так называемый «мальчик из Турканы». Он относился к виду Homo ergaster и жил на территории современной Кении примерно 1,5 миллиона лет назад. Ученые предполагают, что причиной его смерти стало такое заболевание, как стеноз – сужение позвоночных каналов. Скорее всего, этот молодой человек не мог полноценно ходить и умер в достаточно юном возрасте. Но в его смерти есть один очень важный момент. Скелет мальчика из Турканы является самым полным известным науке скелетом человека того времени. Нередко причиной смерти людей и в наше время становятся несчастные случаи. Современные люди регулярно попадают под машины или страдают от ударов током. В одном племени африканских пигмеев даже сейчас около 6% погибших приходится на людей, упавших с дерева. Забираются они туда в поисках меда диких пчел. Что же говорить о наших далеких предках, вся жизнь которых была связана с постоянным поиском пропитания? При этом они были хуже защищены от различных природных воздействий и не могли обратиться в травмпункт или вызвать службу спасения при какой-либо опасности. На останках многих людей ученые находят следы заживших ран, переломов и других травм. Бывает, что полученные повреждения несовместимы с жизнью. Но вероятно, что ослабленные травмами гоминиды умирали от голода или становились жертвами диких зверей.
Среди погибших в результате несчастных случаев есть несколько находок, достойных нашего рейтинга. На 9-е место мы решили поместить знаменитую самку австралопитека по имени Люси. Многие ученые сходятся во мнении, что она утонула в реке. Этот случай даже попал в документальный фильм «Одиссея первобытного человека» 2003 года. Доводом в пользу этого варианта гибели Люси служит только то, что ее останки были найдены в речных отложениях. Ее кости были обнаружены в Эфиопии в 1974 году. И на тот момент это был самый полный скелет австралопитека за всю историю изучения. Но также есть предположение, что тело попало в воду уже после смерти. Вероятно, Люси упала с дерева, на ветвях которого она с сородичами могла расположиться на ночевку. Об этом говорят повреждения нижних конечностей и костей таза. Возраст останков составляет более 3 миллионов лет. А на момент смерти ей было не более 25-30 лет. Люси попала в наш рейтинг благодаря своей популярности и важности для науки. Но ученым не менее известны ее земляки, так называемое первое семейство. Их мы поместили на 8-е место нашего рейтинга. Они, как и Люси, проживали на территории современной Эфиопии примерно в то же время. И обнаружил их тот же ученый Дональд Джохансон, только на год позже. В речных отложениях были найдены останки 17 австралопитеков разного возраста. Есть очень большая вероятность, что эта группа была застигнута наводнением. Но причиной гибели наших далеких предков могла стать не только водная стихия. На 7-е место мы решили поместить находку, сделанную в пещере Малапа на территории Южной Африки. Семейство австралопитеков провалилось в каменный колодец глубиной более 30 метров. После этого их останки накрыло грязевым потоком, чтобы сохранить для изучения на 2 миллиона лет. На данный момент ученые извлекли тела самки, подростка и младенца. По непроверенной информации, на дне пещеры найдены кости еще одной или 2 особей. Образ жизни древних людей и агрессивная окружающая среда способствовали получению травм и попаданию в разные катаклизмы. Наиболее подвержены подобным повреждениям были неандертальцы. Но и среди них встречались уникальные случаи. Такого рекордсмена по количеству травм мы поместили на 6-е место. Старый неандерталец из пещеры Шанидар в Ираке погиб при обрушении ее свода. Но на момент смерти он обладал просто неимоверным количеством залеченных травм и заболеваний, что их перечисление может занять все оставшееся до конца выпуска время. Приведем только некоторые из них. Кроме отсутствия многих зубов и последствий артритов и артрозов, на его костях обнаружены следы сросшихся переломов. Вероятно, этот почтенный неандерталец ослеп на левый глаз из-за вдавленного перелома глазницы. Плечевую кость на правой руке он ломал дважды, а самой руки ниже локтя у него на момент смерти не было. Ее он потерял из-за травмы или врожденной недоразвитости. Для самых ранних видов людей одной из самых страшных опасностей были хищные звери. И сейчас главный враг всех африканских обезьян – это леопард. А миллионы лет назад наши предки не сильно отличались от современных приматов. И саблезубые родственники нынешних кошачьих также успешно охотились на них. Но на 5-е место мы решили поставить жертву хищной птицы, так называемого ребенка из Таунга.
Его череп нашли возле одного южноафриканского города в 1924 году. Он стал первой находкой останков австралопитека в истории. Сначала считалось, что на момент смерти ему было около 6 лет. Но более поздние исследователи предполагают, что умер этот детеныш австралопитека примерно в 3-4 года. Основная версия гибели – нападение хищной птицы. Но также на его костях имеются отметины, напоминающие следы зубов леопарда. Конечно, по костям бывает сложно понять, стал ли наш предок жертвой хищника или зверь питался останками уже умершего человека. Например, на костях одного хабилиса имеются следы зубов леопарда и крокодила. До сих пор остается загадкой, пытались ли эти животные поделить между собой еще живого человека или кто-то из них доедал за другим. Другой хабилис, которого мы поместили на 4-е место рейтинга самых необычных и интересных доисторических смертей, дал название одному из видов древних крокодилов. Судя по всему, один из жителей знаменитого Олдувайского ущелья закончил свои дни в зубах 6-метрового крокодила. Поэтому, описывая этого монстра, ученые назвали его крокодилом-людоедом. Проведенные не так давно исследования, заключавшиеся в сравнении статистики нападений разных животных на современных людей, дали очень интересный результат. Авторы опубликованной по его результатам статьи считают, что нашим далеким предкам приходилось сражаться с разными хищниками чуть ли не каждый день. Но, начиная примерно с появления гейдельбергского человека, роли в дикой природе переменились. С этого времени количество погибших от зубов хищников резко сократилось. Человек начал свой путь к вершине пищевой цепи. И самым страшным врагом для него стал другой человек. Ученые отмечают, что с определенного момента на черепах людей стали попадаться следы черепно-мозговых травм. Люди начали более активно сражаться друг с другом. Регулярно встречаются и следы каннибализма. А с появлением религиозных культов появились и человеческие жертвоприношения, вроде кровавых ритуалов ацтеков и майя. На 3-е место нашего рейтинга мы поместили самое древнее из известных науке убийств. В глубокой пещере костей Сима де лос Уэсос в Испании были найдены останки 29 гейдельбергских людей, сброшенных туда около 430 тысяч лет назад. Причин этого массового убийства мы, скорее всего, не узнаем никогда. Но исследователи обнаружили на черепе одной из жертв следы 2 ударов тяжелым острым предметом. Вряд ли человек случайно дважды ударился головой об один и тот же камень. Каннибализм среди древних людей не был каким-то распространенным явлением. Но на 2-м месте нашего списка расположился настоящий пир, где главным блюдом были именно люди. Речь идет о находке в пещере Эль-Сидрон в Испании. Здесь 49 тысяч лет назад неандертальцы съели 12 или 13 человек. Все говорит о том, что зверям, жившим рядом с их стоянкой, достались только обглоданные кости. А на 1-е место мы решили поместить еще одно разгаданное историческое убийство, разгадка которого не обошлась без курьеза. Знаменитый могильник в Сунгире, Владимирской области России, дал науке огромное количество знаний о жизни людей, обитавших здесь несколько десятков тысяч лет назад. Среди находок было богатое захоронение крупного мужчины.
Первоначально в качестве причины его смерти рассматривалось отверстие в лобной части черепа. Но после нахождения утерянных в запасниках костей выяснилось, что в области первого грудного позвонка имеется след от удара копьем или дротиком, а дыра во лбу появилась вследствие удара лопатой при выкапывании костей из земли. Как и обещали, в конце мы расскажем еще о нескольких курьезных смертях. Считается, что в 1410 году король Арагона Мартин умер от смеха в возрасте 54 лет. По легенде, ему рассказали очень смешную шутку, и Мартин задохнулся, не сумев подавить приступ неконтролируемого смеха. Другой монарх, шведский король Адольф, в 1771 году умер от обжорства. Его трапеза состояла из омаров, квашенной капусты, селедки, икры и шампанского. Все это король заел 14 порциями своего любимого десерта. Его пищеварительная система просто не вынесла такой нагрузки. В 1601 году датский астроном Тихо Браге присутствовал на банкете в городе Прага и постеснялся во время мероприятия выйти по малой нужде. Из-за проблем с почками последующие 11 дней он не мог полноценно сходить в туалет и умер от разрыва мочевого пузыря. Еще более глупой была смерть бургомистра города Браунау Ханса Стейнджера. Его гордостью была борода длиной почти 1,5 метра, которую он обычно носил в специальном мешочке. Но однажды Ханс по какой-то причине расправил бороду и, запнувшись об нее, сломал себе шею. В завершении выпуска мы, как всегда, благодарим зрителей, которые досматривают наши ролики до самого конца. Если вы хотите больше узнать об особенностях появления и развития разных видов людей, а также происхождении и развитии жизни на Земле в целом, рекомендуем обратить внимание на наши предыдущие выпуски. В них рассказывается о современных и вымерших животных, истории их открытия и изучения, а также прогнозах ученых на будущее нашей планеты.